Почему Трамп больше не спит? Горит город Чита в России, землетрясение на концерте Металлики, а Пакистан готовит ядерный удар? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Европа обсуждает, как заставить Москву замолчать. Киев встречает коалицию решительных. Пакистан бьет по Индии в ответ. Кибератаки, ядерные кабинеты, обстрелы. Все, что нужно знать о потенциально атомном конфликте. Скандалы на 9 мая, когда скрепы конфликтуют с логикой и не находят извилин. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. 9 мая не без скрепного скандала. В Курске полдэнс на пилонах под «Катюшу». Горожане в шоке. Студия танцев на пилоне решила оригинально поздравить россиян с Днем Победы. Девушки в пилотках, коротких шортах и топах встали у пилонов под знаменитую военную песню «Катюша». Горожане требуют извинений, местные власти пока молчат, видимо, досматривают видео до конца, а некоторые призывают к закрытию студии. А как думаете вы, закрывать, не закрывать, вообще нормально это или нет? Пишите в комментариях обязательно, интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Ползучая оккупация России продолжается, точнее, экономическая китайско-российская дружба и сотрудничество принимает новые формы и развивается. Но привкус оккупации остается, особенно ярко он чувствуется во время визита китайского лидера в Москву. Мы воспользуемся этим событием как возможностью внести позитивный вклад в углубление развития отношений между двумя странами и укрепление сотрудничества в области обмена между людьми, экономики и торговли, а также культуры. Кроме того, Си Цзиньпинь провел в Москве серию рабочих встреч с другими лидерами стран. К примеру, встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, а после с Александром Вучичем, президентом Сербии. Москва выходит в выездной офис для Китая. Фридрих Мерц, Дональд Туск, Кир Стармер и Эммануэль Макрон прибыли в Киев. Это первая встреча коалиции решительных стран, которые активно продвигают идею действительно справедливого прекращения войны в Украине. И впервые в Киеве такое количество лидеров стран одновременно. Это предложение, которое мы выдвигаем вместе с Соединенными Штатами. Украина приняла его 11 марта. Россия же медлит, ставит условия, выигрывает время и продолжает свою захватническую войну. Накануне Макрон заявил, что в случае агрессии против Варшавы Париж готов развернуть свои войска на территории Польши в считанные дни. Франция, Германия, Польша и Великобритания обсуждают отправку международной миссии, которая будет следить за соблюдением будущего перемирия и сдерживать Москву от новых атак. Но главная цель визита в Киев стратегическая. Европа формирует ядро новой антипутинской архитектуры безопасности. Правда, в Кремле говорят, что давно и так готовы к переговорам, это Киев все отказывается. Прекращение огня было поддержано президентом Путиным, но он задал несколько вопросов. Он сказал, что прямо сейчас у нас определенная динамика на фронте. Российские войска продвигаются вперед и продвигаются довольно уверенно. Если мы говорим о прекращении огня, что мы собираемся делать с поставками оружия, поступающими каждый день из Соединенных Штатов и из европейских стран? То есть главной причиной есть не Киев, а все еще злейший Запад. Более доброжелательная часть этого самого Запада предупреждают своих граждан в Украине, что РФ может нанести по стране удар. Об этом написали в срочном предупреждении для своих граждан представители американского посольства в Киеве. А вот президент США заявил, что вообще потерял сон из-за этой войны. У меня есть послание для обеих сторон. Прекратите эту войну. Они теряют по 5000 солдат в неделю. Российских, украинских и, кстати, не только их. Я говорю, закончите эту глупую войну. Это мое обращение к обеим сторонам. Война превращается для Дональда Трампа в растущий источник раздражения. На встрече с советниками он признал, что Путин стал для него особенно трудным собеседником. По словам президента США, Путин хочет все, намекая, что Москва не собирается отказываться от захвата всей Украины.
Ким гордится участием в войне. Лидер КНДР официально заявил, что помощь Северной Корее в войне России против Украины – это законный шаг в защиту братской нации. Говорит, Запад должен отказаться от идеи вторгаться в РФ. Кто-нибудь скажите ему, что у Запада и не было такой идеи. Наше участие в этом конфликте было справедливым и соответствует суверенному праву нашей республики. Если США и Запад предпримут новую попытку нападения на Россию, я не поколеблюсь отдать приказ о применении вооруженных сил КНДР для отражения вражеской агрессии в соответствии с соответствующей статьей договора между КНДР и Россией. Только в конце апреля КНДР официально подтвердила, что направила в Россию более 10 тысяч солдат и вооружения. Это произошло на фоне стремительного роста военного сотрудничества между странами после подписания всеобъемлющего стратегического соглашения Кима и Путина в прошлом году. Чита в огненной ловушке, лесные пожары наступают на дома, эвакуируют людей, закрыт аэропорт. Сразу 6 населенных пунктов оказались буквально в кольце огня и окутаны дымом, а на дорогах почти нулевая видимость. Лесные пожары подбираются вплотную к жилым домам. Ситуация критическая, огонь распространяется с пугающей скоростью. Местные жители, спасатели и даже авиация ведет борьбу с пламенем, но фронт расширяется. В поселке Ягодный эвакуировали более 130 человек из дома-интерната, огонь подошел слишком близко. В Чите пришлось закрыть аэропорт. Ни один самолет не прилетает и не вылетает. Все из-за густого задымления. Пожар превращается в катастрофу. Власти просят людей не медлить с эвакуацией и не пытаться самостоятельно сдерживать огонь. Крупное наступление в рамках операции «Прочная стена». Пакистан заявляет об ударах по ключевым стратегическим военным объектам Индии. В Исламабаде говорят об оборонительном шаге и предупреждают, это только начало ответных действий. Большинство ракет, выпущенных Индией по авиабазам военно-воздушных сил Пакистана, были перехвачены бдительной системой ПВО вооруженных сил Пакистана. Те немногие, которые смогли прорваться, не нанесли ущерба летным средствам ВВС Пакистана. В Пакистане опровергают сообщения, появившиеся в медиа о заседании ядерного кабинета. Министр обороны страны заявил, что национальное командование, а это высший орган, контролирующий ядерный арсенал страны, не проводил никаких заседаний после военной операции против Индии. Вице-премьер Пакистана Исхак Дар заявил об уничтожении склада индийских сверхзвуковых ракет у реки Биас, ударах по авиабазе и складским комплексам. Индия подтвердила ограниченный ущерб на базах ВВС. Сразу в 4 местах военные заявляют, что на эти объекты было совершено несколько высокоскоростных ракетных атак, и на них уже был дан ответ. The Times of India сообщает о тяжелом ранении комиссара округа Раджаури в Джамму и Кашмире. По предварительным данным, он пострадал при попадании ракеты в свою резиденцию. Также появились обвинения в ударах по медицинским учреждениям. Индия называет это терроризмом государственного масштаба. Кроме того, в Нью-Дели заявляют об увеличении количество пакистанских войск на границе, якобы готовых ко вторжению. Было замечено выдвижение пакистанских войск в передовые районы, что расценивается как подготовка к дальнейшему обострению конфликта. Вооруженные силы Индии остаются в состоянии повышенной боевой готовности. Все враждебные действия были эффективно отражены и получили соответствующий ответ. Индийская армия подчеркивает свою приверженность деэскалации, при условии, что аналогичные шаги предпримет и пакистанская сторона. Новый виток конфликта, начавшегося 22 апреля, когда террористы расстреляли туристов под Пахалгамом, 26 погибших. Тогда, я напомню, Нью-Дели обвинил в атаке Исламабад, заморозил договор о водах Инда и начал операцию «Синдур», серию ракетных ударов по объектам в пакистанском Кашмире и за его пределами. В Пакистане заявили, что один из ударов поразил мечеть, где погиб ребенок. Всего подтверждено до 13 жертв на момент записи этого видео. Концерт «Металлика» вызвал землетрясение в США. Фанаты затрясли землю под Enter Sandman. В Калифорнии во время концерта группы случилась настоящая дрожь земли. 60 тысяч фанатов одновременно подпрыгнули под вступление к Enter Sandman, вызвав сейсмическую активность магнитудой до 1 балла.
когда рок — это не просто звук, а вибрация масштаба планеты. Но, правда, это не первый случай, когда музыка буквально сотрясает Землю. Ранее аналогичные явления фиксировали на концертах Тейлор Свифт, Гарт Брукс и других звезд. Фудзияма под замком. Японские власти взбесились из-за толп безбашенных туристов, и теперь за подъем придется платить и подчиняться. В японской префектуре Сидзуока, через которую проходит один из главных маршрутов на гору Фудзияма, ввели новые правила из-за опасного поведения некоторых туристов. С каждого туриста теперь по 4000 йен, это $28. А пройти дальше можно только в строго отведенные часы. Никаких ночных восхождений, никакой самодеятельности. Кто нарушит, рискует остаться за забором, ну или перелазить его, как уже начали делать особо умные, прямо под камеры. На всякий случай никакого штрафа за нарушение пока нет, но теперь все через приложение. Заплати, зарегистрируйся, получи разрешение, иначе разворот и домой. Причем такие же правила вводит и соседняя префектура Яманаси. Бесплатно на Фудзи теперь не попасть ни с одной стороны. Ну и напоследок собрали для вас самые яркие моменты из празднования русским миром Дня Победы 9 мая. От козы на параде в Беларуси до индийского певца в Курске. Полки идут спиной, красиво держа строй, и гордо шелестят знамена. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.